2007 году по Днепру ходили трое друзей детства, двое из которых за несколько недель убили больше 20 человек, просто ради развлечения, снимая часть нападений на камеру собственного телефона. Город на несколько месяцев погрузился в настоящий страх. Люди боялись выходить на улицу после наступления темноты. Это не единственная причина, по которой Днепр заслуживает звания самого мрачного города из тех, что мы разбирали. Здесь делали ракеты, способные стереть с лица Земли половину планеты. Сюда десятилетиями нельзя было просто взять и приехать. Город был закрыт для посторонних. А еще раньше здесь за одну ночь расстреляли тысячи людей. 7 фактов о Днепре, которые объясняют, почему его репутация самого опасного города куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начнем с истории, о которой я уже упомянул в первые секунды, потому что она действительно самая шокирующая из всех 7 и произошла совсем недавно по историческим меркам. Летом 2007 года в Днепропетровске начали пропадать и погибать люди при странных, необъяснимых обстоятельствах. За этим стояли трое друзей детства, все родившиеся в 1988 году и учившиеся в одном классе – Виктор Саенко, Игорь Супрунюк и Александр Ганжа. Расследование позже установило, что убийства начались практически спонтанно, без какого-либо четкого плана, а затем превратились в своего рода жестокое развлечение. Молодые люди выбирали случайных прохожих, часто пожилых людей или тех, кто просто оказался не в то время, не в том месте. Из благополучных семей. Это одноклассники, им по 19 лет. Особенно жутким этот случай сделало то, что часть нападений преступники снимали на видео собственным мобильным телефоном, не ради шантажа или доказательства для кого-то, а, судя по всему, просто чтобы потом пересматривать записи. Именно эти видео впоследствии стали ключевой уликой для следствия и одновременно оказались в открытом доступе в интернете, что дополнительно потрясло не только город, но и людей по всему миру, случайно наткнувшихся на эти кадры. Кровь есть? На лбу. Всего было ими совершено около 47 эпизодов преступлений. Значит, начали они преступную деятельность свою в 2004-2003 году. Поймали всех троих осенью того же года. Полиция вышла на след благодаря совокупности улик, включая те самые видеозаписи, а решающую роль сыграла банальная попытка сдать в ломбард телефон одной из жертв. Роли в банде при этом оказались разными. Непосредственно в убийствах следствие обвинило Саенко и Супрунюка, на счету которых оказалось больше 20 жертв. А вот Ганже предъявили обвинения в 2 вооруженных ограблениях, предшествовавших серии убийств. То есть, по версии следствия, он был скорее сообщником на начальном этапе, чем непосредственным участником самих расправ. В итоге Саенко и Супрунюк получили пожизненное заключение, а Ганжа – 9 лет колонии. Свой срок он к настоящему моменту уже отбыл и, по последним имеющимся данным, живет в Днепре обычной жизнью с семьей и детьми. Редкий и по-своему тревожный контраст с 2 друзьями детства, которые до конца жизни останутся за решеткой. Кошка во дворе не могла пройти мимо него, он специально на машине их давил, все это видели, все это было явно, но почему-то не обращали на это внимания. Вот с этого нужно было начинать. И потом он начал как снежный ком, все больше и больше. Тут кошечку убил безнаказанность, там человека ограбил безнаказанность, здесь убил безнаказанность. Все то время, пока преступники оставались на свободе, город жил в напряжении. Люди старались не выходить на улицу поодиночке в темное время суток, а по городу расползались самые разные слухи и версии о том, кто может стоять за исчезновениями. Некоторые местные жители впоследствии вспоминали, что родители провожали детей в школу и забирали обратно даже на коротких расстояниях, которые раньше считались абсолютно безопасными. Настолько сильным оказался эффект от серии необъяснимых нападений на первый взгляд обычного украинского города. Дело получило огромный международный резонанс именно из-за видеозаписей. Это было одно из первых по-настоящему массово растиражированных в интернете преступлений подобного рода, что подняло и более широкий разговор о том, как цифровые технологии и распространение контента в сети меняют саму природу подобных преступлений и общественную реакцию на них. Получается, что один из самых обычных, на первый взгляд, украинских областных центров на несколько месяцев превратился в место, где обычная вечерняя прогулка стала восприниматься как риск для жизни. Мое убийство было в Ленинском районе, возле
реально, который убил мужчину лет 45 на лавочке. Пришел, увидел мужчину сидит на лавочке. Я подошел и ударил его молотком по голове. Но если эта история про то, как обычный город внезапно оказался в центре внимания всего мира из-за преступления, то следующая страница его биографии про то, как этот же город десятилетиями наоборот старались держать полностью вне поля зрения всего мира. С конца 50-х и вплоть до 1987 года Днепропетровск был официально закрытым городом. Попасть сюда просто так, без специального разрешения, не мог никто, включая граждан самого Советского Союза. Для въезда требовался особый пропуск, а иностранцам путь в город был закрыт практически полностью на протяжении почти 30 лет. Причина такой секретности была вполне конкретной. В городе располагалось стратегически важное оборонное производство, о котором мы подробнее поговорим в следующем факте. И советские власти делали все возможное, чтобы скрыть само существование этих объектов от иностранной разведки. Даже на официальных советских картах того периода Днепропетровск порой обозначали неточно или вовсе исключали часть городской инфраструктуры, связанной с секретным производством. Статус закрытого города создавал для местных жителей довольно необычную повседневную реальность. Чтобы пригласить в гости родственников или друзей из других городов, требовалось заранее оформлять специальные разрешения. Любые контакты с иностранцами были под особым контролем, а сама формулировка «я из Днепропетровска» в разговоре с человеком из другого города могла вызывать настороженные вопросы именно из-за репутации закрытого, засекреченного места. На протяжении почти 3 десятилетий целый крупный областной центр с сотнями тысяч жителей существовал в режиме города-невидимки для остального мира. Обычная городская жизнь продолжалась, но снаружи о ней знали крайне немногое. И объяснение этой секретности напрямую связано с тем, что именно здесь производили. Именно ради защиты этого производства город и держали закрытым столько лет. Южный машиностроительный завод, известный как «Южмаш», вместе с конструкторским бюро «Южное» превратили Днепропетровск в один из ключевых центров советской ракетно-космической программы, причем далеко не только мирной, но и военной. Здесь разрабатывали и производили межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, оружие, напрямую предназначенное для глобальной войны в случае прямого конфликта сверхдержав. Одной из самых известных разработок стала ракета Р-36, которую на Западе прозвали «Сатаной». Прозвище, красноречиво говорящее о том, насколько серьезным оружием считали эту разработку по другую сторону железного занавеса. Ракеты такого класса относились к числу самых мощных межконтинентальных баллистических систем, когда-либо созданных человечеством. И именно способность этого конкретного города производить подобное оружие определяла его секретный статус на протяжении десятилетий. При этом важно понимать, «Южмаш» не был исключительно военным предприятием. Параллельно с боевыми ракетами здесь же разрабатывали и производили ракеты-носители для мирной космической программы, выводившие спутники на орбиту. То есть один и тот же завод, по сути, одновременно работал и на освоение космоса, и на подготовку к возможной ядерной войне. Редкое сочетание, которое многое объясняет в том, почему город так тщательно скрывали от посторонних глаз. Масштаб предприятия по советским меркам был огромным. На пике своей деятельности завод и связанные с ним конструкторские подразделения обеспечивали работой десятки тысяч жителей города, что делало «Южмаш» не просто крупным производством, а фактически градообразующим предприятием, вокруг которого строилась значительная часть экономической жизни целого областного центра. Многие инженеры и специалисты, работавшие здесь, были связаны обязательством о неразглашении, которое действовало десятилетиями, а некоторые детали конкретных разработок оставались засекреченными даже после распада Советского Союза. Получается, что за обычными жилыми кварталами закрытого советского города скрывалось предприятие, способное в буквальном смысле повлиять на ход мировой истории в случае реального военного конфликта. И именно поэтому простому человеку из-за рубежа, да и просто из другого советского города, было практически невозможно сюда попасть. Но если эта закрытость была связана с оружием будущего, то следующая страница истории города уходит на несколько веков назад. Туда, где военные драмы решались не ракетами, а мечами и порохом. Задолго до основания самого Днепра, тогда еще Екатеринослава, на этих землях уже существовало серьезное фортификационное сооружение.
В феврале 1635 года польский король Владислав IV и Сейм Речи Посполитой приняли решение построить крепость возле первого Днепровского порога, чтобы перекрыть запорожским казакам путь по реке. Руководил строительством коронный гетман Станислав Канец-Польский, а спроектировал укрепление французский военный инженер Гийом Левассер де Баплан, тот самый, чье позднейшее описание Украины стало одним из ключевых источников по истории региона того времени. А план самой крепости, по свидетельствам исследователей, впоследствии вдохновил Гоголя на описание укреплений в повести «Тарас Бульба». Крепость построили в рекордно короткий срок, буквально за одно лето, с весны по август 1635 года. Периметр бастионного укрепления составлял почти 2 километра. Казалось бы, серьезное военное сооружение должно было надолго закрепить контроль Речи Посполитой над этим участком Днепра. Но случилось нечто прямо противоположное. Уже в августе того же 1635 года, то есть буквально через несколько недель после завершения строительства, запорожские казаки под командованием атамана Ивана Сулимы, возвращавшиеся из похода, внезапной ночной атакой захватили и полностью разрушили только что построенную крепость, вырезав практически весь польский гарнизон. В живых остались лишь 15 драгун, которые в момент нападения находились в разведке за пределами укрепления. Крепость восстановили несколько лет спустя, в 1639 году, но и это восстановленное укрепление не простояло вечно. Его окончательно разрушили в 1711 году, уже по условиям Прудского мирного договора. Что особенно обидно с исторической точки зрения, уже в советское время археологические раскопки на месте крепости проводил известный историк запорожского казачества Дмитрий Яворницкий, но почти все результаты этой масштабной работы погибли во время Второй мировой войны. А в 1944 году на части территории самой крепости заложили гранитный карьер, что окончательно осложнило дальнейшее изучение этого места. Задолго до появления самого Днепра здесь уже разворачивалась своя маленькая военная драма. Крепость, которую построили за одно лето, разрушили практически сразу же после завершения строительства, а ее археологическое наследие потом пострадало еще раз, уже от совсем другой войны, 3 века спустя. И от этой давней военной драмы стоит перейти к трагедии куда более близкой по времени, той, что случилось уже в 20 веке и унесла тысячи жизней всего за пару дней. До войны в Днепропетровске проживало около 90 тысяч евреев. Город был одним из значимых еврейских культурных и религиозных центров региона. 25 августа 1941 года город заняли немецкие войска. Большинство еврейского населения к тому моменту успело эвакуироваться, но далеко не все. Часть людей просто физически не смогла или не успела покинуть город до его захвата. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года оккупационные власти приказали еврейскому населению города собраться с ценными вещами в центре города у одного из главных универмагов. Людей собрали якобы для переселения, отобрали все ценное, что у них было, а затем группами повели к оврагу, тому самому месту, где сегодня расположен парк Гагарина, рядом с университетом. Расстрелы начались утром 14 октября и продолжались до вечера следующего дня. По сохранившимся данным, только за эти 2 дня были убиты около 11 тысяч человек. По свидетельствам очевидцев и материалам послевоенного расследования, маленьких детей во время расстрелов иногда сбрасывали во враг живыми, просто чтобы не тратить на них патроны. После расправы тела присыпали землей, а сверху в последующие годы высадили деревья, по сути, замаскировав место массового убийства под обычный городской парк. Только в 70-е годы прошлого века на этом месте установили скромный памятный знак, а полноценная гранитная стела с указанием числа погибших появилась значительно позже. Расстрелы еврейского населения города на этом не закончились. По некоторым данным, счет жертв только в одном из противотанковых рвов на окраине города за все время оккупации превысил еще несколько тысяч человек. Получается, что в самом центре современного Днепра, там, где сегодня гуляют семьи с детьми и студенты идут на лекции, 80 с лишним лет назад в буквальном смысле земля впитала кровь тысяч людей, убитых за 2 дня, а внешне это место до сих пор выглядит как самый обычный городской парк.
Долгие десятилетия советской истории об этой конкретной трагедии старались говорить обтекаемо, в общих формулировках о мирных советских гражданах, без отдельного акцента на то, что абсолютное большинство жертв были убиты именно за свою национальную принадлежность. И лишь спустя много лет после распада Союза город начал открыто и подробно говорить об этой странице своей истории, устраивая ежегодные памятные мероприятия и марши памяти. И если эта трагедия была делом рук человека, то следующая история города про то, как подвела сама Земля, без всякого умысла, а просто из-за многолетнего пренебрежения инженерными рисками. 6 июня 1997 года жилой массив Тополь-1 в Днепропетровске пережил одну из самых страшных техногенных катастроф в истории города. Накануне вечером на город обрушился сильный ливень, а сам район давно и хронически страдал от подтопления грунтовых вод, под жилыми кварталами годами скапливалась вода, о чем жители неоднократно сообщали, замечая постоянную сырость в подвалах домов. Около 4 часов утра земля пришла в движение в районе железнодорожной станции «Встречная». Там почти мгновенно под землю ушли несколько гаражей в кооперативе. Оползень продолжал распространяться дальше по склону оврага и уже к 7 утра докатился до детского сада и близлежащей девятиэтажки. По свидетельствам очевидцев, оказавшихся на месте, дом номер 22 буквально за 40 минут превратился в руины, грунт под ним попросту исчез. Частично провалились сразу 2 детских сада, а капитальное кирпичное здание школы номер 99, рассчитанное на 1000 учеников и построенное еще в 70-е годы, тоже серьезно пострадало от движения грунта. К счастью, катастрофа случилась ранним утром, когда в школе и садах еще не было детей, иначе жертв могло быть значительно больше. Но сотни семей в одночасье лишились жилья, мебели и привычного быта. Позднейшее геологическое расследование установило, что главной причиной катастрофы стала не столько природа сама по себе, сколько многолетняя техногенная перегрузка грунта, застройка территории без должного учета особенностей геологии оврага и постоянного подтопления. Целый жилой район в считанные часы буквально провалился сквозь землю не из-за землетрясения или другого редкого природного катаклизма, а из-за банального сочетания сильного дождя и десятилетий инженерного пренебрежения к тому, на какой почве строили дома. И если все 6 предыдущих историй так или иначе принадлежат прошлому, то последняя страница истории города пишется прямо сейчас, у всех на глазах. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» на территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших. С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, Днепр, крупный промышленный и логистический центр, расположенный относительно недалеко от линии фронта, оказался в зоне регулярных ракетных и других ударов. Город, который десятилетиями славился производством оружия для потенциальной глобальной войны, сам оказался мишенью в войне вполне реальной и идущей прямо сейчас. Инфраструктура города, включая объекты энергетики, транспорта и жилые кварталы, неоднократно подвергалась атакам. При этом Днепр одновременно остается важным логистическим и гуманитарным узлом. Через город проходит значительная часть маршрутов эвакуации мирных жителей из более опасных прифронтовых территорий. А местные предприятия и волонтерские организации активно включились в работу, связанную с поддержкой пострадавших районов и армии. Городу приходится решать сразу несколько задач одновременно, каждая из которых в мирное время потребовала бы отдельного спокойного подхода. Восстанавливать поврежденную инфраструктуру, принимать переселенцев из более опасных регионов и продолжать функционировать как крупный промышленный центр, от которого во многом зависит вся логистика прифронтовой зоны. Местные предприятия, включая часть тех же мощностей, что десятилетиями работали на оборонную промышленность в советские годы, сегодня частично переориентированы на нужды обороны уже в условиях реальной, а не гипотетической войны. При этом обычная жизнь в городе, вопреки постоянной угрозе, не останавливается полностью. Работают магазины, школы переходят на смешанный формат обучения в зависимости от обстановки, а сами жители вырабатывают своего рода новую повседневность, в которой звук сирены воздушной тревоги становится частью привычного городского фона, а не редким исключением.
Это создает специфический контраст, который сложно было представить еще несколько лет назад. Город одновременно живет обычной жизнью и находится в состоянии постоянной угрозы, и оба этих состояния каким-то образом умещаются в рамках одного и того же дня. Получается парадоксальная историческая рифма. Город, который в советские годы строил ракеты, способные уничтожить целые страны, сам оказался под ударом ракет уже в 21 веке. Только теперь не в качестве гипотетического участника холодной войны, а в качестве вполне реальной цели вполне реальных ударов. Днепр, закрытый в прошлом веке ради секретности военного производства, сегодня открыт всему миру именно из-за того, что снова оказался в самом центре военных событий. Только теперь не по своей воле. Трое друзей детства, двое из которых держали город в страхе. Город, закрытый почти 30 лет. Ракеты, способные стереть страны с карты. Крепость, уничтоженная в год постройки. 11 тысяч жизней за 2 дня в 1941-м. Жилой район, ушедший под землю за часы. И война, которая идет здесь прямо сейчас. Днепр. Город, чья репутация самого опасного места оказалась куда более обоснованной, чем можно было представить. Буду благодарен каждому за поддержание канала подпиской, комментарием и лайком. Увидимся!